И снова здравствуйте. Сегодня об отводах. Что это вообще? Всегда ли они нужны? В разных методиках они и есть, и нет. В каких случаях без них можно обойтись? Назначение, преимущество использования. Отводы используются для более качественной посадки изделия на фигуре. Такое стандартное описание в большинстве методик построения базовых выкроек. Особенности чертежа вообще заключаются в отличиях от реального тела излишками, которые можно уменьшить с помощью ВТО, если позволяет ткань и желание конструктора, а также можно это сделать в ряде мест, кроме выточек, именно отводом. Он позволяет приблизить изделие к очертаниям тела. Это криволинейный отвод. Есть также отводы по прямой линии. Чертеж выкройки – это невозможность подчеркнуть криволинейность тела между горизонтальными параллельными линиями. Там, где другие участки тела находятся на каких-то расстояниях между линиями более прямыми участками. Так, бок обычно более прямолинейный между талией и линией проймы, чем спина. И отвод позволяет, не увеличивая расстояние между параллельными чертежа, воссоздать криволинейность спинки. Отводы есть нескольких типов. Основные два – это спинка разрезная по центру и неразрезная, то есть те изделия, у которых по центру спинки есть шов для соединения двух ее половинок и без этого шва. У первого варианта больше подвидов. Сегодня о втором варианте. Он чертится одной прямой линией, как и обычная вертикаль центра спинки, но проходит от точки основания шеи через точку на талии, которая расположена на некотором расстоянии от изначальной вертикали. Этот вариант более применим для фигур мужчин, хотя и женщины могут использовать, если параметры подходят. Стандартно у мужчин выступание ягодиц не доходит до вертикали лопаток. Потому отвод от вертикали по талии у мужчин в 2 раза больше. Кто-то замеряет от глубины талии первой, от 1/4 для женщины от этого замера до 1/2 у мужчины. Кто-то из авторов методик предполагает такие градации. Для женщин это от 0,75 см до 1 см, и для мужчин от 1,5 до 2,5 см от линии вертикали откладывается до новой точки, через которую проводится линия отвода. Для узких бедер, по сравнению с шириной спинки изделия на уровне лопаток, можно заузить изделие без среднего шва и выточек отведением в сторону бедер средней линии спинки. Для изделий, где нужно подчеркивание силуэта, спинка использована со средним швом и линия изогнута, криволинейная. Повторяется очертание в большей или меньшей степени. Например, по Мюллеру основа прилегающего женского жакета, пальто, имеет отвод по линии талии и бедер по 2 см. Без расчетов просто эмпирическое число, стандарт. Линия не прямая, но отвод сразу есть в базе, это можно увидеть. Прямой же силуэт – это отвод 2 см по бедрам, и точка заужения на талии образуется сама пересечением с ней отвода от точки основания горловины спинки. От горловины спинки до линии бедра проводится линия, и линия на талии получается сама пересечением этих 2 линий. Также и точка на линии низа образуется пересечением отвода и линии низа. Но он не используется в рубашках, используется в мужских пиджаках. Его нет в свободных изделиях. Также по данной системе, как для примера, отвод по талии до 1 см для выступающих ягодиц, выпуклость по линии бедер рельефами достигается и разведением изделия от проймы. В то же время можно от некоторых услышать, что изделие с выпуклыми ягодицами не нуждается в отводе. Но отвод – это не только сужение, но и удлинение линии центра спинки по сравнению с расстоянием между горизонтальными линиями чертежа на боковой и передней поверхностях изделия. Даже в футболках можно увидеть построение с отводом спинки для придания по спинке большего прилегания. Соответственно, всегда нужно понимать, если мы пользуемся каким-то инструментом конструирования, для чего мы его используем. Не брать и думать, а зачем нам это надо, а понимать сначала свою цель и потом уже применять те инструменты, которые подходят. Так вот, прямой отвод, когда ткань просто складывается пополам по центру спинки, нужен для того, чтобы у фигур с узкими бедрами, более узкими, чем ширина спинки по линии груди, этим отводом можно придать заужение. Силуэт как был прямым, если нужен прямой, он так прямым и остается, но достигается заужение в нижней части выкройки. В то же время линия может проходить более длинной, что нужно для некоторых изделий. Там не достигается заужение, потому что оно сначала получается, но остальными методами, рельефами,
расширением по бедрам достигаются нужные параметры. А линия отвода позволяет получить для большей длины линии спины большую длину линии спинки чертежа. В уплощенных конструкциях, например, широкие какие-то куртки, прямолинейные широкие, где нам не нужно подчеркивать узкие бедра, нет необходимости среднего шва, если, конечно, нет особенностей ширины ткани. Но он там может быть, допустим, декоративным для отстрочек, так же, как и прямолинейный отвод без шва может там отсутствовать. Линия может спокойно проходить по вертикали изначальной ширины чертежа. Поэтому надо понимать, в каком случае используется этот инструмент, всегда ли он нужен. Прямой отвод, в отличие от отвода в разрезной спинке со швом, не предполагает дополнительной выточки по линии талии. Для отрезных по линии талии изделий прямого силуэта отвод в принципе не нужен. Там в линиях кроя можно заложить все особенности. Прямая линия спины без шва и вертикаль – это не одно и то же. В мужских сорочках, женских, детских платьях, если спинка не разрезная, средняя линия может совпадать с исходной линией ширины чертежа. То есть в широких, свободных, уплощенных изделиях легких может не быть отвода. Все зависит от того, какая цель, какой нужен силуэт. На верхней одежде, неразрезной, линия центра спины тоже прямая, но она отклонена от вертикали. Там нужно удлинение спинки, лучше облегать спину хотя бы в области лопаток, поэтому там нужен отвод. Если взглянуть на чертеж, от существующей линии горловины нужно отвести линию талии от центра спинки в сторону изделия. Для мужских изделий по талии отвод составляет от 1 до 2,5 см. По линии высоты проймы, вертической линии груди, происходит заужение. Но по факту это должно было быть учтено заранее при расчете ширины сетки чертежа. Так что это учтенная ранее пустота, не заужающая ширину сетки спинки. Происходит заужение по бедрам. Как сказала ранее, этот стиль хорош как раз для тех, у кого ягодицы менее выступающие, чем лопатки сзади к вертикали. Но надо различать, у кого ягодицы выступают значительно за линию вертикали к лопаткам, а у кого обхват бедер шире. С одной стороны, всегда можно ввести рельефы с расширением и расширение по боковому шву. И есть те, кто утверждает, что для изделий без шва по центру спинки отвод не делают. Многие популярные авторы не одно десятилетие назад указали на другое мнение в своих системах. Таким образом достигается уменьшение ширины по спинке изделия по бедрам. Так при отводе центр спинки остается там же, то есть начальная точка отвода на той же вертикали. Линии, которые должны быть параллельны полу, то есть вертикальными к центру спинки, чтобы при развороте лево и право создавали одну ровную линию изделия, также вертикально проходят. Начало перпендикуляра на том же уровне, чтобы соотнести с передней частью. Линия талии, бедер, низа проходит под прямым углом к линии центра спинки отвода, но сама линия вертикали уже под углом. Она длиннее. По шее отведение только начинается в линии основания горловины. Поэтому прямой угол там сильно не отведен от первоначальной линии шеи. Предлагаю взглянуть на фотографию с моими параметрами чертежа, где отвод по спинке произведен в 1 см. Можно заметить, что у линии основания горловины мы в принципе не видим никаких изменений. Чуть дальше они появляются. Можно взглянуть на линию плеча. Как я указывала ранее, сначала откладывается ширина плеча, потом на этой линии откладывается необходимая выточка, сутюживание. Так вот, в изначальной линии плеча окончании разница примерно 2 мм с отводом. В окончательной линии плеча после введения отрезка на выточку разница изменилась в полмиллиметра. Плечо у меня 12 см, выточку я взяла 2 см. Видно, что примерно 2 мм разница по выточке в самом низу. Выточку я проводила параллельно линии спинки. Первая выточка – это параллельно линии ширины сетки чертежа, вторая – линия отвода. Линия груди осталась той же, поэтому видно, что изменений не происходит. Это хорошо для понимания того, что ничего не меняет. Происходит лишь изменение по центру спины. Основа чертежа какой была, такой и остается. Легче попробовать данный инструмент и увидеть изменения значительные по линии талии и немножко подкорректировать, если уж так понадобится, пару миллиметров в линии плеча, чем бояться и не пробовать этот инструмент вообще. Заметите ли вы эти 2 мм при построении конструкции в плече? Большой вопрос. Но если давать небольшой дополнительный припуск
по линии плеча, всегда эти пару миллиметров можно подправить. Но даже 1 сантиметр по линии талии уже более существенно корректная, хорошая посадка. Даже в прямом силуэте. В принципе, всегда советуют в линию плеча закладывать некоторый запас на возможную коррекцию наклона плеча, если правильно сняты мерки. Если говорить о верхних изделиях, то там немножко с горловиной будет другое положение вещей. Тем более криволинейный срез можно использовать. Это не сегодняшняя тема. По сути, мы видим, что пройма осталась той же, потому что линия проймы осталась такой же, какая она была. Но если посмотреть на линию бока, можно увидеть, что она состоит из отрезка между линией проймы и талией. Линия талии поднялась, значит расстояние сократилось, то есть уменьшилось расстояние длины линии бока. Существует двоякое мнение. Это один из моментов правила ВТО. Если почитать пару книг Союза двух хороших авторов по технологии пошива пальто, жакетов, там подробно рассказывается, без отвода, как надо сутюживать спинку в талии, чтобы приблизить к параметрам тела, а потом оттягивать талию в боках, так как сутюжка талии отразится на боковых срезах. Думаю, все становится на свои места. По сути, это надо, чтобы равномерно стачать боковые швы переда и спинки. Длина срезов была одинаковая. Также речь идет о том, как сутюживать пройму. Да, многие конструкторы заранее при расчете линии глубины проймы закладывают необходимость сутюжки изделия в области втачивания рукава в пройму. Тем более, кто смотрел ролик о плечевой выточке спинки, видел, откуда там берется на чертеже лишняя длина. Это же чертеж, а не трехмерная облипка фигуры. Здесь же мы поворачиваем выкройку, укорачиваем расстояние немного до конца плеча. Так наш отрезок ВПК уже откладывается от новой точки отведения, а не от точки вертикали талии к чертежу. Мы можем без ВТО с современными тканями, особенно с месовыми, синтетическими, где неприменимо или не в полной мере ВТО, исправить эти нюансы. А это ближе к реальным параметрам тела. Строя чертеж выкройки, мы замеряем обычно параметры спины, переда, но лишь немногие замеряют высоту бока от талии. Так, при привычных замерах бок исключается, строится как автоматическая получающаяся линия между передом и спиной. Попробуйте сами проверить расстояние по телу между линией талии по спине и линией груди и боку. У всех разные изгибы тела, и эти параметры не одинаковы между собой. Спина чаще всего длиннее. Так, при выполнении отвода линии спины она проходит под наклоном на чертеже, становясь длиннее. Можно выполнить оттяжку бока с помощью ВТО до первоначальной линии. О плечевой выточке подробно сегодня не буду, вопрос в расчете. Есть параметры, рассчитанные специалистами. Одни считают возможным подходить к этим параметрам, исходя из конкретной фигуры, дольше. Другие предлагают определенные границы в сантиметрах, что проще и быстрее. Я предпочитаю, как ни странно, сложившиеся стандарты в сантиметрах, продуманные не случайными людьми. А перед тем, как выгравировать хотя бы макет, можно проверить сантиметровой лентой получившуюся спинку и понять, будет ли она узкая, как сопоставимы высоты ВПК с реальной фигурой. Если нет, то несколько миллиметров роли не сыграют, которые могли бы при подсчете быть от положения корпуса, а времени сэкономят много. Для данного отвода нить основы проходит параллельно центру спинки, не ширине чертежа, а параллельно отводу. В других отводах криволинейных с центром не всегда так. Если заранее в ширину сетки чертежа закладывать ширину отвода, то, конечно, линия ширины проймы по спинке пройдет на несколько миллиметров вправо. Но основная суть спины, какой была, такой и останется. Чем дальше от начала точки отвода, тем дальше будет расширение. Так, по линии бедер, низа изделия расширение будет, отступление от точки отвода будет больше. Но сама спина осталась какой была. Таким образом, мы видим только лишь уменьшение по талии. Талия стала меньше. Нам в выточке надо закладывать по изделию меньше сантиметров. И расстояние по телу от точки отвода будет ближе к линии бока, к линии центра, чем при стандартной ширине сетки чертежа. По-моему, неоспоримые плюсы. Если есть вопросы или комментарии, буду рада обсудить. До новых встреч!